Селигер – волшебная озерная страна и популярный среднерусский курорт, расположенный на Валдайской возвышенности, на полпути между Москвой и Петербургом. Селигер обычно называют озером, но в действительности это грандиозная гидросистема, сложенная из бескрайних голубых плесов и небольших водоемов, рек, крупных и миниатюрных островов, связанных проливами и каналами. Путешественники отправляются в эти края, схожие с иллюстрациями к русским сказкам, чтобы отдохнуть на лоне дивной природы, увидеть любопытные исторические достопримечательности, посетить святые места, связанные с именами знаменитых подвижников. Селигер с его бескрайней водной гладью, лесами, укрывающими обрывистые берега островов, пляжами под кронами сосен, мягким целебным климатом, ни в чем не уступает самым живописным и знаменитым озерам Европы. Отдых здесь великолепен в любое время года. В теплую пору туристы занимаются водным спортом, купаются и загорают на песчаных пляжах у тихой воды, рыбачат, отправляются на катерах и по суше в экскурсионные туры к историческим и природным достопримечательностям озерного края. Любознательным путешественникам предстоит увидеть Нилову пустынь и Ширков погост, побывать у истока Волги, пройти по Верхневолжским озерам, познакомиться с другими интересными местами Валдайской возвышенности. Осенью приятно прогуляться в селигерских лесах. В это время золотых красок, прозрачной тишины, грибов и ягод Селигер особенно наряден и живописен. Зимой на снежных склонах Турбас раздолье лыжникам. Увлекательны также лыжные походы, в которые можно отправиться по льду озера, по тем же местам, где летом проходят водные маршруты. По легкому морозцу хорошо выйти на каток либо промчаться по белой глади за рулем снегохода или в санях, запряженных резвыми лошадьми. Весной, в пору яркого солнца и первого тепла, нет ничего лучше, чем посидеть на все еще крепком льду с удочкой. Тут зима и весна – время подледного лова и удачливой рыбалки. В весеннем лесу хорошо слушать пение птиц, бродить по проталинам, любоваться первыми цветами. Круглый год на Селигере принимают гостей турбазы и кемпинги, клубные отели-резиденции и дома-избушки местных жителей. Последователи дикарей, принесших Селигеру туристическую славу еще в советское время, по-прежнему ставят свои палатки в давно облюбованных местах. Романтики, прибывшие в эти края впервые, тоже могут разбить свой лагерь в одном из приглянувшихся мест, за исключением огороженных частных территорий. Озеро Селигер простирается на территории двух областей Тверской и Новгородской, в центральной части Валдайской возвышенности. В этом месте берут начало великие реки Волга, Днепр, Западная Двина. Селигер имеет необычайную и весьма причудливую форму. Он включает в себя 24 плеса и озера, соединенных между собой небольшими проливами и реками. В Селигер впадает более сотни притоков, а вытекает из него лишь река Селижаровка, неспешно несущая свои воды к верховью Волги. В устьях рек, где Селигер образует живописные заливы, расположились старинные деревни и поселки. Среди самых крупных плесов Селигера – Осташковский, Полновский, Березовский, Волоховшинский, Кроватынский, Сосницкий, Висецкий, Селижаровский. Многие небольшие озера издавна имеют собственные звучные названия: Святое, Долгое, Черное, Белое, Глубокое, Стройное. Туристы часто путаются в топонимах. Один и тот же плес или озеро тут могут иметь различные наименования. Например, Осташковский плес в одной деревне величают городским, а в другой – большим. Озеро Серема и Глубокое называют Ломским или Жневским плесами, а Висецкий плес, напротив, именуют озером или просто заливом Весцо. Основные внутренние реки Селигера – Полоновка, соединившая Сосницкий и Кроватнынский плесы, узкая извилистая Княжа и Непри со множеством островков. В этих реках хорошо заметно основное направление течения воды с севера на юг. В некоторых местах оно встречается с водотоком, идущим в противоположную сторону с юга. Эти участки полны глубинных водоворотов, вымывших многометровые омуты. Незримые локации вертушки таят опасности для любителей водных сплавов на байдарках. На одном из таких отрезков расположен обдуваемый всеми ветрами остров с мрачноватым названием «Разбойник». Местные жители дали ему такое имя не потому, что здесь промышляли лихие люди, а из-за того, что на его берег, у которого пересекаются течения различных плесов, часто выбрасывало и разбивало рыбацкие лодки. Рассеянные по всей голубой глади зеленые острова, большие и совсем миниатюрные, запоминающаяся особенность озера. Всего их 169.
Почти в самом центре Селигера возвышается большой остров Хачин, занимающий территорию 31 километр квадратный. К крупным островам относятся также Городомля, Кличин, скрадывающие огромное пространство Осташковского плеса. На этих живописнейших участках суши, в свою очередь, есть внутренние озера, которые, как правило, соединены и между собой, и с большим озером. Там встречаются болота с зыбкими трясинами. Островные ландшафты весьма разнообразны и эффектны, они демонстрируют проплывающим мимо путешественникам то крутые берега, густо укрытые соснами, то низкие песчаные побережья, поросшие мелколесьем или камышом. На Столбном острове расположена главная историческая и религиозная достопримечательность Селигера – монастырь Нилова пустынь. Чуть южнее Селигера находится озеро Сик, которое, вероятно, ранее было одним из его плесов. Туристам Сик хорошо известен благодаря его пологому побережью с естественным пляжем, укрытым белым песком, прозрачной и вкусной воде. Селигер может похвастаться богатой растительностью. Деревьев и кустарников на его берегах произрастает более 60 видов, а трав и цветов почти в 15 раз больше. Наиболее распространены ель, сосна, береза. Встречаются также дубравы, кедровники, рощи кленов, ясеней, вязов, лиственниц. Среди кустарников доминируют рябина, бузина, шиповник, бересклет, лещина, черемуха. Дары природы в густых селигерских лесах можно собирать с весны и вплоть до ненастных осенних дней. На Селигере водится множество диких зверей. Самым видным представителем местной фауны является лось, реже можно встретить его грациозную родственницу, европейскую косулю. В лесах обитают лисы, куницы, енотовидные собаки, зайцы, хорьки. Есть и пушной зверь, горностаи, ласки, белки. Реки и ручьи – места обитания колоний бобров, норок, выдр. В летнюю пору в окрестностях болот, в зарослях камыша видны кабаньи тропы. В озерном крае по-прежнему уверенно чувствует себя лесной хозяин бурый медведь. Летом и осенью его следы можно заметить на отдаленных песчаных дорогах и тропах, по которым мишки обходят малинники, подсохшие болота, где растут черника и голубика. Пернатые тоже считают озеро Селигер своим домом. В ельниках гнездятся дятлы и рябчики, в маховых болотах глухари, в березовых лесах тетерева, а из черемуховых зарослей доносится пение соловьев. Здесь также обитают вальдшнепы, болотные кулики, дрозды, кукушки. Задерживаются на Селигере и перелетные птицы. Весной и осенью на водную гладь стаями опускаются утки, сюда прилетают гуси и лебеди. Озеро Селигер все еще богато рыбой. Главным подводным обитателем считается лещ, предпочитающий в качестве места жительства Осташковский плес. Там, а также на озере Сабро, чаще всего встречается и наиболее ценная рыба Селигера – судак. Самая крупная рыбина может весить 8 килограмм, но в основном попадаются средние экземпляры весом около 1 килограмма и длиной до 40 сантиметров. Щука посреди плесов на глубине встречается редко. Говорят, она любит прибрежные участки рек Днепри и Полоновки, мели, поросшие камышом. Почти повсеместно и в значительном количестве на Селигере встречаются окунь, плотва, уклейка, густера, ясь, карась, карп, хариус. Всего в озерном царстве водится около 30 видов рыбы. Климат Селигера и его окрестностей мягкий и влажный. Самый холодный месяц – это январь, когда средняя дневная температура составляет -6 градусов, ночная опускается до -8 градусов. Теплее всего в июле, днем обычно +20, +22 градуса, но бывает, что воздух прогревается и до +28 градусов. При этом июль является самым дождливым месяцем. Но, как правило, лето в регионе солнечное, а нередкие осадки обычно непродолжительны. Тепло и дожди приносят сюда юго-западный ветер, которому местные жители дали забавное имя Мокрик. Зима на Селигере снежная, и белый пушистый покров здесь достаточно устойчивый. Толщина наста обычно составляет не менее 30 сантиметров. Озеро обычно замерзает в 20-х числах ноября. Бывают и отклонения. Самая ранняя зафиксированная дата замерзания – 31 октября, самая поздняя – 15 декабря. Лед сковывает Селигер около 5 месяцев и вскрывается в начале мая. Его толщина в мягкие зимы составляет от 30 до 40 сантиметров, в суровые – 60-70 сантиметров. С приходом лета вода в озере довольно быстро прогревается.
Уже в июне на мелководье можно купаться при плюс 18–20 градусов. В июле и первой половине августа температура воды в неглубоководных местах может составлять плюс 22, плюс 23 градуса. Для летнего отдыха на Селигерии наиболее благоприятен период с середины мая до середины сентября. А не слишком подходящими для путешествия месяцами считаются ноябрь и март, в это время здесь распутится. Селигер привлекает путешественников не только своей великолепной природой, но и многочисленными историческими достопримечательностями. Его символом и визитной карточкой является грандиозный ансамбль мужского православного монастыря Нилова пустынь, ведущего свою историю с XVI века. Он расположен на острове Столбном, вблизи светлицы небольшой деревни, что в 25 километрах от Осташкова своеобразного туристического центра Селигера. В самом Осташкове, старинном колоритном городе, тоже есть на что посмотреть. Здесь сохранились прекрасные образцы дореволюционных гражданских и культовых построек, в том числе Воскресенская церковь с великолепной шатровой колокольней, старейший в городе памятник архитектуры. В 27 километрах от Осташкова, в древнем селе Кроватынь, сохранившем старинную планировку, осмотрите замечательную Введенскую церковь, выстроенную в 1791 году в традиционном для местных деревень стиле. В расположенной в 10 километрах отсюда деревне Заплавье можно увидеть самые красивые на Селигерии традиционные кирпичные домики с деревянными мезонинами, декорированные искусной резьбой. Вдающийся в озеро полуостров Троицы-Перевалок примечателен Троицкой церковью. Выстроенная в 50-е годы XIX века, она выделяется на фоне других храмов Селигера своей строгой классической архитектурой. Стоит посетить и деревню Никлорожок, расположившуюся на одноименном полуострове-холме. Она стоит на месте одного из первых поселений на Селигере, здесь же находилась и первая в этих краях христианская обитель. Сегодня тут можно увидеть красивую Успенскую церковь, возведенную в 1768 году, и запечатлеть на фото великолепные панорамы, открывающиеся с вершины холма. Интересно съездить в деревню Волговерховье, что в 70 километрах от Осташкова. Рядом с ней находится исток Волги. В этом месте Великая река представляет собой трогательный ручеек, что всегда весьма удивляет и впечатляет туристов. В Волговерховье находится православный женский монастырь во имя Святой Ольги. Любители эзотерики направляются в деревню Хотино, в 15 километрах от Осташкова. Тут высится 22-метровая пирамида Голода. В 90-е годы подобные сооружения, разработанные инженером Александром Голодом, строились по всей стране. Считалось, что они благоприятно действуют на экологию, а в их стенах накапливается некая неизвестная науке биоэнергия. Здесь желающие могут приобрести заряженную воду. Однако истинные ценители здорового и активного образа жизни в подобном допинге не нуждаются, они черпают энергию, отправляясь в пешие, велосипедные, конные туры по живописным окрестностям Селигера, сплавляются по извилистым рекам на байдарках. Ряд маршрутов совмещает в себе сплавы по воде и пешие переходы по суше. На берегах озера оборудованы станции виндсерфинга, кайтсерфинга, работают пункты проката квадроциклов, водных лыж. Большинство из них располагаются на территории турбаз. Также можно арендовать лодку, снасти и отправиться на рыбалку. На Селигере популярна и охота на медведя, кабана, лося. Охотятся тут и на пернатых, в основном на фазанов, глухарей, тетеревов и уток. Для этого занятия понадобится лицензия. Туристы-романтики приезжают на Селигер с собственными палатками. Устроить бивак не возбраняется в любом приглянувшемся месте. Но гораздо удобнее за небольшую плату установить свой шатер в одном из многочисленных кемпингов на площадке, оборудованной мангалом. На таких базах есть парковки, продаются дрова, предлагается прокат лодок, рыболовных снастей, устраиваются водные развлечения, оборудованы спортивные площадки. На берегах озера Селигер есть множество удобных мест для купания. Владельцы турбаз и гостевых домов весной подсыпают на приватные пляжи привозной песок, ставят кабинки для переодевания, душевые, сдают в дневную аренду лежаки, зонтики, тенты, спортивный инвентарь, мангалы и беседки. В центрах отдыха выстроены причалы, пункты проката лодок, катамаранов. Хорошие пляжи устроены возле кемпингов и турбаз на острове Городомля, самый популярный из них – Майская коса. Это протяженная песчаная отмель, уходящая в озеро на 300 метров. К
К слову, на этом острове Иван Шишкин делал этюды к своей знаменитой картине «Утро в сосновом лесу». Все условия для пляжного отдыха вы найдете на островах Кличин и Хэчэн. На многих других островах ориентируйтесь на домики турбаз, возле них всегда находятся оборудованные пляжи. Путешественники, отдыхающие на турбазах, обычно оплачивают полный пансион и трапезничают в расположенных на территории ресторанах. Те, кто остановился в коттеджах или номерах с собственной кухней, соответственно, готовят сами, покупая продукты в магазинах, на рынках районных центров или в автолавках, приезжающих в отдаленные деревни по определенным дням. Романтики, предпочитающие жить в палатках, хорошо знают, какие припасы нужно взять с собой и что можно добыть в щедрых водах озера. Во всех райцентрах и рядом с ними есть небольшие рестораны и кафе. Самый широкий выбор кулинарных заведений вы найдете в Осташкове. В меню превалируют блюда русской, европейской, кавказской гастрономии. Повсюду на Селигере продается копченая рыба, но учтите, что не вся она выловлена в озерных водах. Определить, что перед вами истинно местный продукт, можно по цене, которая кусается, и ассортименту. Обычно это лещ, судак, окунь, щука. Поищите селигерских угрей, они выделяются внушительным размером, около метра. Пассажирский транспорт в окрестностях Селигера представлен автобусами, курсирующими между прибрежными поселками. Автостанция располагается в Осташкове. Сюда же прибывают междугородные автобусы из Москвы, Твери, Торжка. Местный транспорт ходит нечасто. Комфортное путешествие на Селигер лучше всего устроить на собственном авто. К слову, проката машин ни в Осташкове, ни в соседних городах нет. Ближайший офис аренды автомобилей находится в Твери, но выбор там невелик. Некоторые базы отдыха расположены в 5-8 километрах от ближайшей деревни, где есть остановка автобуса. Добраться к ним можно на арендованной у местных жителей моторной лодке, либо договориться о трансфере из Осташкова при бронировании коттеджа с администратором базы. В летнюю навигацию от причала Осташкова несколько раз в день к острову Городомля курсирует прогулочный теплоход. Здесь же можно арендовать моторную лодку или катер. К слову, этот вид транспорта можно взять на прокат чуть ли не в каждой деревне или на турбазе. Как правило, туристы поначалу добираются до регионального центра города Осташкова. Оттуда на автобусах и катерах удобно отправляться к базам отдыха. Транспортная сеть связывает райцентр с поселками, где выстроены мини-гостиницы, и загородными коттеджами, разбросанными на побережье Селигера и озерных островах. С Тушинского автовокзала Москвы в Осташков регулярно отправляются прямые автобусные рейсы. Время в пути 7 часов. Одно из направлений путешествия из Москвы на Селигер по железной дороге лежит через город Балагое. Через станцию ежедневно проходит 2 десятка поездов, отправляющихся с Курского и Ленинградского вокзалов столицы. На станции Балагое нужно пересесть на электричку, идущую в Осташков. Составы преодолевают путь к райцентру за 4 часа. Еще один вариант – доехать на поезде из любого города России до Твери. В 500 метрах от железнодорожного вокзала находится автовокзал, откуда в Осташков курсируют автобусы.